Почему эта краска все поглощает? Я эту краску первый раз в жизни вижу. Как ее сделать из подручных средств? С помощью бензинового шланга. И наносим флок. Что за хуйня? А почему выглядит как черкаш? Почему? Эй, здрасте, с вами Даня Крастер, и сегодня мы в лаборатории БНБ будем угорать по черному. Ну, по черной краске. Экспериментировать с самой черной краской в мире. Прежде чем мы начнем, ты должен знать, что самая черная краска — это не краска в привычном смысле, а хитрожопое покрытие, созданное с использованием наноструктур. И самые известные из них — это Vanta Black, Musso Black и Black 4.0. Начнем с самой элитной и засекреченной краски. Состав Vanta Black, который разработали британцы в 2014 году, состоит из миллиарда углеродных нанотрубок на квадратный сантиметр, которые торчат вертикально, что дает поглощать до 99,965% света. То есть настолько, что человеческий глаз почти не воспринимает форму объекта, покрытого этим материалом. Все выглядит как абсолютно плоская черная дыра. Vanta Black не продается в свободном доступе, его используют в науке, аэрокосмических проектах и, как бы ни показалось странно, в арт-проектах. Последнее стоит отметить, так как фартануло только художнику Анишу Капуру, получившего права на использование Vanta Black, что вызвало адский бугурт в сообществе художников, мечтающих теперь навалять ему пиков. С чем я, кстати, не согласен. У тебя нет прав использовать этот материал, потому что иди нахуй. Никто не обязан тебе выдавать состав соуса Хайнц или рецепт 12 специй крылышек KFC. Другая история с патентованием оттенков в художественных кругах. Это все равно, что запатентовать ноту, и каждый, кто будет ее использовать, обязан платить роялти. Ну это, конечно, бред. Касательно Musso Black, поглощающий 99,4% света, и Black 4.0 до 98%, то они, в отличие от Vanta Black, доступны в продаже, и мы, конечно же, их приобрели, чтобы проверить, не наебало ли все это. Кстати, в 2019 году MIT создали покрытие, которое поглощает еще больше, 99,995% света. Оно тоже построено на нанотрубках и случайно превзошло Vanta Black. Вот про этот материал вообще нет толком инфы. Наверное, потеряли где-то в темном уголке лаборатории. Но думаю, через пару лет мы снимем обзор и на него. Зачем эти составы вообще нужны? Ну, во-первых, тачка, покрытая таким составом, выглядит как что-то из разряда фантастики. А во-вторых, все эти составы, конечно же, разрабатываются в научных целях. При помощи них в космосе уменьшают блики в телескопах, также их применяют в камерах и датчиках для повышения точности. Но самые интересные применения подобных составов, как обычно, под грифом «секретно». Поэтому хватит мусолить и погнали работать с тем, что есть. И в итоге-то почему эта краска все поглощает весь свет? Ну, представьте, что вы кричите в пустой комнате, где только бетонные стены. Даже у нас здесь в мастерской, несмотря на то, что навалено говна, одна стена вообще из какой-то вафли сделана, у нас есть... некоторое эхо. Так вот, это эхо, это и есть свет, который отражается от всех вот этих поверхностей, которые мы видим. То есть часть его отражается и попадает вам обратно в глаз. А теперь представьте, что вы на какой-нибудь реп-базе или в комнате, которая полностью завешена бабкиными коврами и завалена россанными диванами. Вот это и есть Vanta Black. Свет туда попадает и рассеивается, превращаясь в тепловую энергию. Если коротко, то Vanta Black — это охеренно запутанный и плотный лабиринт из нанотрубок углеродных, который запутывает и запирает свет внутри себя, не давая ему вообще никакого шанса выбраться. Ни единого фотона. И стоит сразу задуматься с физической стороны, почему белая краска белая. Есть ли вообще такой цвет белый? На самом деле это смесь всех цветов, которые мы видим, потому что она отражает сразу все диапазоны вот этих энергетических фотонов, которые в нее пролетают. И, соответственно, какая-нибудь, ну здесь не краска, хотя здесь тоже присутствует пигмент. Красный. Почему мы видим его красным? Потому что только красный диапазон определенную энергию, которая прилетает вот на эту поверхность, она такая... съебался отсюда. И он улетел отсюда обратно нам в глаз. Остальные все вот эту вот поверхность поглощает. Понятно? Нет? Ну ладно, мы идем дальше. Так, соответственно, как нам получить белую краску? Ну, получается, надо просто смешать все из радуги. Гениально.
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Как только я закончу мазать, соответственно, краска растворится на белом листе. Что за хуйня? Почему выглядит как черкаш? Этот вопрос находится где-то в сфере колористики, и его я хочу оставить открытым. Расскажите в комментах. И, соответственно, еще один интересный вопрос для тех, кто хоть чуть-чуть шарит в электронике. Светодиоды и пиксели в мониторе. Они у нас передают изображение посредством технологии RGB. Технологии смешивания цвета. Почему с помощью вот этих трех цветов можно получить белый? Почему? Мы, конечно же, достали пару образцов Сверхчерной краски. Это, конечно, не Vanta Black и не та секретная, которая там практически 100% поглощает, но тоже два интересных экземпляра. Например, вот это называется Black 4.0, и она поглощает 98% излучения. Вот это Musso Black, и она поглощает 99,4%. Не 100%, 0,6% остается, но для глаза, мне кажется, это будет Как их можно вообще применить? Для чего может использоваться такая краска? Из бытовых каких-то применений мне сразу приходит в голову это что-то нагревающееся. Например, какие-то панели, которые от солнца должны нагреваться. Например, в Турции у всех бачки водные стоят на крыше, чтобы они предварительно нагревались, чтобы не тратить лишние деньги на электроэнергию. И вот эта история будет здесь увеличивать КПД такого нагревателя. Можно делать какие-то камуфляжные покрытия для того, чтобы вас не было видно в темноте. Абсолютный ниндзя. Или покрасить себе ебало, чтобы пугать батю, пока он смотрит мимасы. Как мы уже и сказали, можно покрасить машину в такой цвет, как будто она тебе еще недоступна. Ну и в целом, в художественных целях, я думаю, найдет применение, потому что такой эффект, ну, он жопоразрывающий. Я смотрю на крышку и что-то как-то, блядь, бюджетный реквизит этого видоса себя нихуя не оправдывает. По цвету как будто просто сажей покрыто. Мы сейчас что-нибудь покрасим и в конце видоса сравним результат, правильно? А это как выглядит? Ну, как-то вот так вот она выглядит. Исчез мой палец? Видно его? Нет? Похоже, что скрыт. Я не знаю, то ли нас наебали люто, то ли она должна высохнуть. Ну да ладно, мы это узнаем попозже. Ну, я предлагаю начать с тупо бумажной основы. Для начала Black 4.0 захерачим. Будет, ну, типа контрольный образец, я не знаю. Другая кисточка, другая красочка. Вау. Может быть, есть какие-то еще нюансы с ее нанесением. А это будет 4. Вот, это мы пока убираем. Потом посмотрим, как оно выглядит. Давайте посмотрим, как себя эта краска ведет на разных поверхностях. Возможно, имеет смысл, чтобы получить какие-то прикольные эффекты. Жирно, не жирно ее наносить, тоже хер его знает. Вы тоже пришли, кого слушаете? Эту краску первый раз в жизни вижу. Так, четвертый черный. Покрыли, ждем, пока высохнет. Можно еще какую-нибудь машинку. Вот у нас тут ебальничек есть. Есть заяц блестящий. Давайте ему тоже полрожи закатаем. Посмотрим, что из этого выйдет. В идеале, конечно же, хочется получить эффект, чтобы какой-то предмет полностью вообще выпадал из пространства, чтобы выглядел как черная дыра, из которой никакой свет обратно не выходит, чтобы не чувствовался его объем, так же, как и в презентационных видео. Посмотрим, насколько это работает. Короче, мы оставляем все это сохнуть и потом в специальном приборе посмотрим на результаты. Как ее сделать из подручных средств? Потому что, ну, интересно же, не правда ли? Вот здесь, например, состав. Читаю. EUH 208 contains. Содержит. Это худу 1,2, 1,3,4,6, тракис, гидрометил, имидаза, 4,5D, имидазол, 2,5, 1H, дион, реакция массов, 5 хлора, 2 метатил, 2 метил, 4 иса, 3 азолин, 3,1, and 2 метил, 2H, изотиазол, 3,1. Да пошел я нахуй. Эту штуку в мастерской мы точно не повторим и не сделаем. Как бы мне этого не хотелось. Вообще не хочется. Здесь состав еще более непонятный, потому что иероглифы я читать не умею. Защищайте правду и используйте ее. Подтвердите заранее наличие сумки на ремне. Для покраски подходит среда с влажностью более 85%. Это единственное, что я понял. Если вы выпьете его по ошибке, обратите на это внимание.
Краска при температуре ниже 5 градусов попадает под прямые солнечные лучи. Справедливо. Используйте контактную часть контактной части, контактной части, контактной части, контактной части. И до конца в рекурсии ушло контактной части, контактной части. И телефон. Ну, наберу как-нибудь. Ну, судя по составу, такую субстанцию в мастерской мы хера с два получим. Поэтому предлагаю пойти по простому пути. Очень черная угольная субстанция. Что это может быть? Активированный уголь. Уголь для мангала и его перетертое состояние. Правильно? Оп-оп. Итак, угля побольше. Помню, один раз плохо мне было, я его опился, а потом рыгал. Катька сказала, что из меня тьма выходит, а потом еще с другой стороны выходила. Не такое темное, но тоже не особо приятная картина была. Итак, 2 блистера утопили, давайте перемалывать. Итак, перемололи уголь. Еще клево, что он активированный. Конечно, это не наноразмер, но поры у него тоже достаточно маленькие, чтобы задерживать всякий кал. Именно поэтому этот уголь и абсорбирует в себя всякий кал. У нас есть рецепты от нейросети, которые мы заказали и спросили у нее, как же сделать самую черную самопальную. Например, первый из них — это сажа или активированный уголь 20-30 грамм. Пигмент дает глубину. Черный акрил, тальк или мел, изопропиловый спирт, клей ПВА или акриловый медиум. 20-30 грамм. 30 грамм пигмента. Больше пигмента — хорошо. Больше пигмента — это богато. 30 грамм как будто дохуище вообще. Я наберу здесь 30 грамм. Это было только 11. Блядь, еще перемалывать. Все перемалывать. Надо шаровую мельницу собирать. Черный акрил, 100 мл. Давайте на 2 делить. Слишком дух для экспериментов. Что-то 100 грамм сразу мешать. Блин, а зачем я все это перемалывал? Ой, блин. 50 мл. Должно получиться у нас 65 грамм, да? Почти как я после активированного угля. Дальше. Тальк или мел 10-15 грамм. Берем, короче, 7 к середине. Изопропиловый спирт 10-20 мл для разжижения. Акриловый медиум 7 мл. Угу. Бахнули. Все это дело надо хорошенько перемешать, чтобы не было комочков, не растворенного какого-то неперемешанного талька. Может быть, еще какой-нибудь реактор-гомогенизатор построить? Нет? Я тоже думаю, нахуй нужен. А в конце видоса мы проверим, как обычно, каким-то количественным методом, для которого мы построили специальный аппарат, который будет показывать, сколько конкретно света у нас отразилось. Потому что, как мне кажется, вот по виду жидкая, она выглядит абсолютно так же, как и дорогая покупная. Активированный уголь акрил. Наносить я предлагаю высокоранговым шпателем. Не очень однородная, конечно, получилась, как будто ее надо пожестче перемалывать. Но в любом случае какой-то эффект мы, скорее всего, заметим. Первый образец готов. Отправляем его сохнуть. Пойдемте дальше. Мне очень интересно, что с сажей у нас произойдет. Сейчас мы будем получать наноразмерный углерод с помощью вот этого бензинового шланга. Черная резина у нас может состоять из какого-то бутадиенового, этилпропиленового. Короче, это все синтетические каучуки. А значит, органическая химия, а значит, там дохуя углерода. Стекляшечка. О! На моей памяти сажа — это самый темный вообще материал, с которым я сталкивался. Она невероятно поглощает. Возможно, как раз именно потому, что при горении размер частиц там минимален. Покрыли контрольный образец. Мне эффект на самом деле нравится. Может, спутники, которые в космос запускаются, на покрышках сначала обжигать, чтобы они там астрономам не мешали звезды смотреть. Ну и вот здесь результат тоже на самом деле достаточно интересный. Да, это, конечно, не краска, потому что я могу стереть ее пальцем, но пигмент достаточно светопоглощающий получился. Возможно, есть некоторая перспектива в этом. Короче, сюда надо еще добавить какого-то закрепителя, растворителя, в общем, основу, в которую можно
замешать этот пигмент. Собирать мы дикое количество сажи, 15 грамм, сегодня явно не будем. И еще один варик супер черной краски будем делать на основе нитроэмали. Это тоже тот еще веном в банке, который пачкает все и вся, еще и при этом не отстирывается. Рецепт от нейросети гласит: нитроэмаль черная, 100 мл. Это база. Это база. Это база. Хотя опять тут как будто дохера, нам надо пару капель. Будем брать половину верхней границы. 50 миллилитров, то есть 2 шприца. Активированный уголь также 17,5 грамм. Точно, как в аптеке, все. Размешивай долго и тщательно. Лучше миксером на дрели или палочкой 10 минут. Дальше нам говорят: всыпь аэросил или тальк. Порошок распределит свет и сделает покрытие максимально матовым. Растворитель до нужной густоты, как густая сметана, и пластификатора 5 миллилитров. Возможно, растворитель я чуть больше налил, чем надо, но это нас не остановит. Будем также наносить урон ложкой. Сходу он не так хорош, как предыдущий вариант, но хорошо, что у нас все это дело на фанерке, потому что будет все пропитывать. В 2-3 слоя, как советует ChatGPT, наносить я, наверное, не буду, потому что зачем, как будто из первого слоя все перекрывается прекрасно. И еще один рецепт, который мы сегодня попробуем, чтобы уж, ну вообще уж добавить и секретного ингредиента применить здесь, это у нас будет флок, который ChatGPT советует поверх вот этой вот жижи нанести, чтобы он вообще уже весь свет спил и не отдал. Поэтому делаем основу и наносим флок. Не особо-то на самом деле он скрадывает свет, но это пока, наверное, перемешан. А из чего он вообще сделан? Флок. Это какая-то синтетика, которая у нас содержит какой-то пигмент, скорее всего. И я вижу, что отдельные волоски здесь на свету как будто бы и блестят. Ну-ка, давайте попробуем. Ой, какая-то. Помню, я делал флокатор миллион лет назад. Может быть, он нас выручит. Вот это вот. Демоническая хуйня. Ой, дымится. Что происходит? Ну, флок мы, короче говоря, нанесли. Слушайте, ну что-то волосатое у нас здесь появилось. Остальное добьем так, в рукопашную. Не уверен, что это на что-то вообще повлияет, потому что как будто бы надо углеродный флок брать, а не с помощью синтетического для одежды и для мягких игрушек это дело делать. Может быть, она пока не высохла, но даже с флоком я не вижу, чтобы она была настолько черная, как другие наши образцы. А теперь переходим к нашим заготовочкам, которые мы красили фирменной краской. И будем смотреть, что вообще они из себя представляют. Начнем с тестового контрольного листа. Вот как это все выглядит. Номер 4 и Musso Black. Black 4.0, вот, ну, чисто зрительно, я даже сразу могу сказать, что он не такой темный, как Musso. Он, конечно, прямо вообще уже во тьму куда-то уходит. Вот эти вот 1,4% даже глазом видно, притом достаточно хорошо. На дерево в целом тоже нормально ложится вся эта история, ну, типа, нормальная основа высыхает. При должном количестве краски, при определенном слое она не просвечивает вообще ничего, то есть укрывистая, классная. Как вы можете заметить, вот это вот Musso Black, вот это 4. Ну и по оттенкам чуть-чуть она вот различается. Этого хватает, чтобы определить, что она не такая темная, как другая. На алюминии та же самая история. При каком-то слое краска начинает полностью перекрывать то, что весь материал, который за ней. И опять же такая же фигня, типа 4 не такая темная, как Musso Black. 4 даже местами, короче, не прокрасила вот какие-то точки, возможно, там разошлась из-за поверхностного натяжения на алюминий, из-за неоднородности, неровности поверхности, потому что мы это пилой пилили. Так у нас выглядит деревянная рожа, прокрашенная Musso Black'ом. И вот самый главный эффект, которого мы добивались, чтобы пропадал объем при окрашивании в этот абсолютно черный цвет, его все-таки нет. Ну, то есть я со своим перфекционизмом вижу, что можно лучше. Это как будто персонаж, которого уже почти можно открыть, не совсем закрытый. В сравнении 4 на алюминии справилась
Вот так вот. Ну, чуть похуже. Все равно видны границы, виден объем, несмотря на то, что цвет достаточно демонически темный. И по сравнению с вот этими двумя образцами, сажа выглядит как говно. Тут надо думать, то ли сам по себе материал, который мы жгли, не подходит для этого, то ли здесь не особо нано-размер у этих частиц углеродных получается. Хрен его знает. Перед тем, как мы измерим всякие количественные показания в нашем специальном аппарате, у меня все-таки есть вопрос. А как же, сука, получить наноразмер в доступных не супер лабораторных условиях за миллиарды денег? Мне в голову приходят лазеры. Потому что абляцией, по идее, можно уничтожать не то что даже нано, а атомные размеры. И мы сейчас попробуем создать, ну, не краску, а поверхность на титане, которая будет содержать некоторые наноструктуры. Посмотрим, как они справятся с тем, чтобы поглощать свет. Ну и сравним зрительно всю эту историю. Погнали? А теперь давайте немного науки добавим во всю эту дресню. Как мы уже сказали, для того, чтобы получить абсолютно черный цвет, нам надо, чтобы не выбрался свет оттуда, откуда он попадает. Получить это можно разными методами, но в основном хитро вбанной поверхностью, которая запутывает фотоны, как только он попадает на какую-то поверхность, чтобы он там начал теребонькать по этим лабиринтам и никак оттуда не выбрался. Сделать это можно несколькими методами. Один из таких — это сделать хитрую поверхность с помощью вот такого вот лазера. В теории это можно достичь. Мы берем какой-то материал. К примеру, вот здесь у нас находится титан, который облучается с очень высокой частотой, с очень сильным пучком концентрированной энергии в одной точке. Когда мы говорили про абляцию, это испарение металла, разрушение самих, сука, атомов из-за того, что он может взаимодействовать на частоте 355 нанометров. Здесь у нас происходит сейчас то же самое. То есть на поверхности металла мы взрываем материал, создавая разнонаправленные, запутанные наноструктуры. По сути, вот такие вот какие-то странные там иглы. И еще вдобавок, что позволит этой поверхности быть еще темнее, это то, что мы делаем это в ацетоне. Из-за того, что ацетон вот в этом междуслойном пространстве взаимодействует при взрыве атомов титана, превращаясь в плазму, он разрушается, а из-за того, что ацетон — это соединение органической химии, которые состоят там из водородов, углеродов и кислорода, углерод начинает осаждаться наноструктурами на этих иглах, создавая вообще какой-то ебаный там лес из этих форм. В итоге фотонам очень трудно оттуда выбраться. Сделали ли мы это на данный момент? Ну, в процессе. Получим ли это мы под конец видео? Не знаю, но у меня в загашнике еще один рецепт, с помощью которого мы можем это сделать. Пока оставляем эту штуку, пусть она себе там гравирует, создавая нанолес, а мы поговорим про другую историю. Как вы понимаете, выход готового углерода, нужных нам наноструктур, чрезвычайно, сука, мал. Проверить наличие наноразмера вот этого углерода в растворе можно с помощью лазера. Если лазер насквозь просвечивает пробирку, значит, частицы слишком большие или их там вообще нет. Потому что не происходит эффект Тиндаля, когда лазерный луч, который сам по себе, сука, когерентный и очень прямой, не разваливается на световой конус. То есть не происходит дифракция или дифракция, наверное, да? Короче, какое-то там преломление вот именно в наноразмерах. Это пиздец. Это настолько наукоемкая херня, которую можно пощупать прямо вот здесь, но есть большие проблемы, потому что сами прекурсоры должны быть очень чистые, сама посуда очень чистая. Мы должны точно быть уверены, типа, во всех размерах. И, короче, это прям пи***ские лабораторные вообще исследования. Нужны строгие условия, записывать результаты и очень-очень-очень все долго. Но мы это, конечно, оставим на пару дней, посмотрим, что произойдет. Даже вот этот вот изопропиловый спирт, который мы используем, я абсолютно не уверен, что он достаточно обезвожен. Я даже не знаю, что это за ГОСТ, потому что он может быть по частоте такой же, как самогон, который вы берете. Ну, типа, для каких-то задач покраски стен и машины он подходит, а вот для того, чтобы научные изыскания в нанообласти проводить, я
Не уверен. И есть возможность, что наночастицы там все-таки образуются, но из-за примесей, находящихся в этой жиже, они сразу примагничиваются и становятся там какими-нибудь хелатами, то есть большими корявыми молекулами, которые ползают. Непонятно. Пока там наши титановые пластины покрываются, давайте дадим им времени, как я и говорил, день-два понадобится. Интересный момент с вот этой вот краской. Это Musso Black, самая черная на данный момент, которая у нас есть. Если на студийном свету, вот на этих двух огромных лампах, которые на меня светят, мы различаем объем, то есть какие-то места высвечиваются. Вот что происходит, когда мы отходим в темную поверхность. Когда вот этих 0,6% отражаемого света недостаточно для того, чтобы мы начали различать объем, тогда она уже начинает выглядеть супер темной. Ну, то есть в каких-то темных сценах или, может быть, в лесу на охоте эта штука будет очень пригождаться. Прикольно. А вот же наш чудо-прибор, который будет показывать нам, насколько у нас отражающая способность изменилась. Как вы можете заметить, технологическое отверстие. Не разбирается, приклеили. У нас есть щель для того, чтобы просунуть образец, и лампочка, которая светит сверху вниз, перенося все лучи, которые у нас будут переноситься. Также измерять мы будем люксметром, который нам покажет, насколько у нас отражающая способность изменилась. Для тех, кто шибко любознательный, этот прибор, на вас переверну, для измерения освещенности, то есть количество света, которое попадает на вот этот вот датчик, считывается там какими-то мозгами, и измерять можно в люксах, как мы сейчас, кандел на метр квадратный и П. Что такое П, я не знаю, потому что никогда не читал к нему инструкцию. А измерять в канделах я род того ебал, потому что кандел — это свеча. А мерить свет в свечах — это так же тупо, как мерить мощность двигателя в лошадях. Кто так вообще делает? Погнали. Как вы можете заметить, у нас сейчас 1/100 люкса, это типа вообще, считай, нет никакого света или он его не улавливает. Включаем лампочку. Шинь. Первый контрольный у нас будет просто обычная фанера. Наверное, его еще в белый было бы смысл покрасить, но как бы насрать. Many hours later. Блять, в процессе эксперимента выяснилось, что керамический патрон с лампой накаливания был приклеен на термоклей. Охуенное решение. Гениально. Поэтому он опускался все время ниже и ниже. У нас неровные показания эксперимента. Не нравится, мы будем все переделывать. Еще раз. Ну и настало время брендированных фирменных красок. Black 4.0. Что нас покажет? Что же нам расскажет? Какую цифру она нам даст? 5,6. Подождите, не понял. Сажа. Оттенки разные, но как будто сажа чернее. Да! У обычной сажи получается светопоглощающая способность наравне или даже чуть ниже, чем у Black 4.0. Но она стирается. То есть если туда добавить какого-то закрепителя, он будет немного поблескивать, не так хорошо скрадывать свет, этот показатель вырастет. И самое интересное, то что зрительно у нас чернее черного, это Musso Black. 99,4% светопоглощения. 5,3. Пи***ски близко к саже. Ну, как вы можете заметить, показания у нас не очень точные, но тем не менее, выиграл у нас Musso Black, потому что это все же краска. Но, если вам надо покрыть или достичь какой-то подобный эффект, это можно сделать с помощью сажи. Она, конечно, не так хорошо будет держаться, стираться, но если еще немного покумекать, как будто бы на основе сажи можно сделать и свою собственную краску, если подобрать туда какой-нибудь подходящий матовый лак, может быть, или какой-нибудь другой отвердитель-закрепитель. Пошлять кучу денег за Black 4.0 вообще не вижу смысла, потому что она по отражающей способности у нас практически в 2 раза сильнее, чем обычная 5-копеечная гуашь. Ну, типа, такое. Вот такие из говнопалочные решения. Что-то я забыл. Что у нас с нанопокрытиями? Пойдемте глянем. А вот какие результаты у нас здесь получились. В растворе, взвесе наночастиц добиться так и не удалось, несмотря на то, что мы несколько дней облучали его всеми возможными способами. Ну, реально, сука, тонкие всякие моменты. Очень наукоемкая история. Не думаю, что у нас вообще что-то здесь получилось, но это было интересно. А вот на Титане интересный эффект мы все-таки поймали, хоть и не очень однородный. Зацени.
Несмотря на то, что по краям у нас какой-то неоднородный коричневый прокрас получился, в центре я вообще не вижу, чтобы хоть какой-то свет оттуда вообще отражался. То есть абсолютная адская черная дыра. Но есть один момент. Есть мулька, что как только мы вытащим его из ацетона, в котором он зависал, он начнет белеть. Видите вот это вот беловатое синеватое свечение? Это оксид титана, которым покрылась наша, ну не нано, но может быть даже и нано структуры. Поэтому это все-таки не краска, но хотя и другой метод покрытия поверхности, чтобы задержать там свет. Это, конечно, все интересно, но давайте посмотрим, удалось ли нам все-таки подобраться к эффекту скрытого персонажа с помощью одной из красок. Вот так выглядит белый гипс, не обработанный ничем. Видите, все вот эти вот полутени, тени, всякую прочую дресню. А вот так выглядит Мусса Блэк на рельефной поверхности. Но добиться абсолютно черного эффекта, как у черной дыры, конечно же, само собой не получается. 0,6% всего-навсего хватает, чтобы различать грани. С вами был Даня Крастер, лаборатория БНБ. Пока.